Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад о жизненных событиях, я бы сказала. Что есть сейчас, а что будет дальше? И мы рассмотрим самые такие простые вопросы. Мы говорим о нашем благополучии. Очень соответствует планетарному транзиту. Это у нас сейчас Уран, особенно ретро-Уран именно на данный момент в Тельце. И ничто так нас не возвращает к какой-то реальности, как ретро-Уран. Но даже если вы открыли это видео в любое время, значит, у вас сейчас именно вопросы такие, знаете, жизненные, жизнеобеспечения, самые простые, без какой-то вот сложной, ненужной философии. Вот давайте попробуем такой расклад с вами сделать. И что нам расскажут карты. И вначале мы узнаем, что есть сейчас с вами, кто вы, что о вас скажут карты, как видят вас события вашей жизни, а вы как сигнификацию можете определить, насколько наш расклад подходит лично к вам. Всегда говорю, остаемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Все-таки это общий расклад. Но если мы так поразмышляем, какие-то подсказки определенно будут. Но я искренне верю, что мы с вами проведем, мои дорогие, приятное время. Итак, что о вас скажут карты, да, и как видят именно вашу жизненную историю. Что прямо сейчас? Пауза. Явно что-то ждете. Кто что, да? Кто-то ждет сообщения от любимого человека, словно весточки. Кто-то может ждать, к примеру, когда человек объявится, кто-то может ждать получения документа, кто-то просто устал до предела и решил отдохнуть, взять паузу, и, может быть, поэтому смотрит наш расклад, потому что это карта отдыха тоже, но также еще и аналитики. В целом, по этой карте мы складываем оружие. То есть, как будто мы сделали уже все, что могли. Прошли какой-то определенный жизненный этап, и вот теперь понимаем, что либо мы себя какой-то чрезмерной активностью загнали в угол и конкретно усталость, или когда, пусть даже у кого-то конфликты, конфронтация, у кого по работе, у кого дома. Ну, всяко бывает, правда? Значит, тоже, ну, как будто спорить незачем, нет смысла. Никому ничего не докажем. Может быть, 100 раз пытались объяснить, все бесполезно. Если это ожидание, когда вот именно документа, ну, тут может быть, как я говорю, регламент, к примеру, да, сколько-то дней. Хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, но вот если есть какой-то срок для получения важной бумаги, ну, нам придется это ждать. Или пусть это вопрос касается отношений, которые вот как на паузе, да, и непонятно, качели. Один раз так качнуло, и вроде бы все хорошо, есть взаимопонимание, идем дальше, потом опа, и назад, и опять. Какое-то небытие. Или пауза, или какая-то прострация, вакуум наступает. Иногда вакуум информационный по этой карте тоже проходит. Но по этой карте мы понимаем, что действительно мы сделали все, что могли, чего бы ни касалась ситуация. Вы философски относитесь к жизни. Аркан умеренности. Вы точно либо себя загнали буквально какой-то работой, либо вы сами уже понимаете, что нужно дать себе отдых. Может быть, если мы рассматриваем вопросы благополучия, по умеренности это и есть наше где-то благополучие, это терпение. У кого-то нужно закончить труд. Может быть, тот труд, который на уровне вашего хобби, или, может быть, вдохновение какой-то, вы творческий человек, и тоже нужно довести до ума так, как вы это себе представляете. Но, может быть, и научный труд. Тоже терпение нужно. Карта в целом, когда у нас достаточно терпения, настойчивости, причем это не есть какой-то форсаж или, в принципе, форсирование, ускорение. Мы понимаем, что добрые дела наспех не делаются. Спокойный период жизни. И я допускаю, меня смотрят разные люди. У кого-то от слова спокойствие кровь в жилах закипает. И думает, да ё-моё, у меня ж столько времени. Уже вот это какая-то пауза или вот эти самые качели. Ну, значит, где-то эта карта будет показывать, да, хоть вы так эмоционально, или вам пусть это надоело в реальной жизни. Но вот какой-то вопрос явно не решается быстро. Ладно. Может быть, за время ожидания это вы уже стали философом жизненным, мои дорогие. Это полезно, кстати.
Не расстраивайтесь. Какая-то победа у вас, причем такая отдельная победа. Жезлы, дела, работа, бизнес, может документы, может учеба, получение документа самого по себе. Ну, может быть, как сертификаты или важных согласований, важных диалогов. Это все к шестерке жезлов мы можем отнести. Как будто победа, она уже вот-вот. И если вы еще не получили какое-то известие, ну, как будто вы его получите. Может быть, это и вы примете какое-то решение, это ваша победа над долгим ожиданием. В любом случае, даже если вопрос касается отношений, ну, значит, вот эта пауза, она была необходима, чтобы вы, ну, расставили все по местам. Может быть, для себя, знаете, вот так беспристрастно, ведь холодная карта, четверка мечей, никаких эмоций тут уже нет. Тут уже и отгорело, и отболело где-то, но, видимо, заключительный какой-то аккорд требуется или веское ваше решение. Не обязательно, что вы будете кому-то его афишировать. Самое главное то, что мы в нашей душе принимаем. И это тоже своеобразная победа. Ну так вас победительно видят карты. А вы себя как будто можете видеть, ничего не получается, все на паузе. И я могу сказать, ну даже планетарно, те процессы, которые были запущены ранее, они все равно продолжат развиваться, но они происходят как бы за нашей спиной. Мы этого не видим. Все имеет свою цикличность, мои дорогие. Вот где-то нам об этом карты. И есть победа, и, скорее всего, или вы получаете, вот-вот получите какое-то известие, или, может быть, вот эту самую бумагу, или первый шаг. Может быть, первый шаг к тому пути, когда вам придется проделать еще какую-то работу или какое-то движение, активность. Но это уже какое-то начало. Это уже понимание, к чему я иду, или к чему это все придет. Какая-то инициация. У кого-то это может быть сообщение от вашего ребенка. Пажи — это вестники у нас или иногда олицетворение наших детей. Но если детей нет, то тогда это может быть именно с какой-то полезной информацией связано. Знаете, это как по судьбе. Вот посмотрите, вот у вас сейчас вроде когда паузу взяли, правильно сделали. Тут именно, значит, вы слышите подсказки собственной души. Вот сейчас, даже если бы вы куда-то на скорости торопились, вы бы ничего не смогли как-то изменить. Аркан умеренности, внешние события всегда проходят по старшим арканам, а у вас их два. Так вот, какая-то пауза, она как замирание в природе. Или пусть это в вашей жизни происходят какие-то трансформационные все-таки моменты, как будто от какой-то сложной ситуации вы настолько устали. И пока мы не дойдем, может быть, до какой-то крайней точки, вот правда, вот у вас она как раз случается. Кто смотрит видео, и, видимо, не случайно вы его открыли. И это начальная фаза выздоровления, мои дорогие. Все-таки ведь выздоровление идет по 20-му старшему аркану. Избавление от боли, избавление от страданий, победа, новость или информация, ваше решение. И следом вот этот переломный момент или момент перехода, потому что 20-й старший аркан, это, знаете, и есть, знаете, как порог. Это вот мы подошли к этому порогу. И мы уже не смотрим назад. Нас уже сзади, как бы позади, нас нет, и более того, мы не хотим возвращаться. Мы уже теперь настроены на будущее только так. Но еще так робко, страшно, может быть, через вот этот порог переступить. А что там ждет? А мы не знаем. Ну вот давайте узнаем. Для этого мы делаем Таро прогнозы. И пусть в нашем Таро раскладе, конечно, это у кого-то может и не совпасть, личная история. Но знаете, когда мы как альтернативную ситуацию пытаемся просчитать, психологически так устроен человек. Но это такого рода репетиция, когда, если даже это происходит, то мы к этому внутренне готовы. В этом, наверное, и есть польза наших раскладов. Когда мы смотрим расклады, знаете, вот та часть нашего сознания, которая отвечает, осознание чаще всего это шаблон, это привычка. Это правда, это как компьютерная программа в нашей голове, ну, грубо говоря, конечно. А сознание и интеллект — это все-таки вещи полярные, вещи разные. А сознание, с одной стороны, оно нам, конечно, помогает, особенно в тех вопросах, работах мелких, когда мы что-то должны сделать,
ну, долго не анализируя где-то, да, мы моем посуду, мы куда-то перемещаемся, то есть или какую-то привычную работу мы тоже выполняем, пусть где-то на автоматизме. Отчасти со знаком плюс нам это экономит силы. Но наступает тот момент, когда сознание, оно же движется вот как, считайте, по какой-то спирали или по какому-то кругу, поскольку вот сознание всегда, если мы говорим привычка, оно основано на опыте. И иногда такую злую шутку с нами шутит сознание, если мы пытаемся обдумать какую-то проблему, вопрос, решить. Вот мы можем множество раз думать, и вот сознание что нам дает? Она нам дает все тот же знакомый шаблон, который нас привел к какому-то либо нулю, либо к разочарованию. И хотя сознание знает, что в принципе, да, итог какой будет, правда? А все равно вот эта сила привычки, сила сознания, вот мы говорим. А интеллект — это другое. Это вот как знаете, выйти из зоны комфорта. Вот именно из этой где-то привычки. Вот попробуем с вами выйти из зоны комфорта, интеллектуально, скажем так, рассмотреть альтернативный вариант и спросим, а что будет? Что будет дальше? События ближайшего времени, ближайшего будущего. И вот очень интересно, любая тройка, кстати, это карта будущего. Конкретно, что будет? Какая-то радостная новость. Встреча, может быть, с важным человеком. Или пусть другой какой-то человек вам приносит новость, но этот вас как вдохновляет. Или, ну, какое-то дело сдвигается как раз с мертвой точки, если была конкретная какая-то задача по документам или по встречам. Вот в любом случае тут радость, потому что что-то у нас уже идет с прогрессом, поэтому радость будет. Что будет дальше? Давайте еще узнаем. И одновременно что-то вас будет радовать. И вот, видимо, вот этот такой период какой-то статики, он совершенно необходим, потому что радость радостью, а вот карты говорят, вот то, что ты вот за этот период паузы как будто укрепил, сохранил или подумал о своем благополучии, ты уже не полетишь, сломя голову вперед. Нет, по четверке Пентаклей мы сохраняем. Карта жадины. Нам как будто необходимо быть в некоторой степени жадинами, в хорошем смысле. Потому что базис какой-то нам нужно создать. И очень примечательно, что именно под картой умеренности выпадает четверка Пентаклей. Но, видимо, в этот период, по крайней мере, тот, кто смотрит в момент выхода или плюс-минус, тут какие-то недели или буквально до конца, до 4 февраля, могу сказать, то для вас это будет более чем актуально. Тут как ты себя не тормоши, не побежишь ты быстро. Или если побежишь, то ты потом можешь пожалеть. Ретро. Путь мага. Победа, маг. Хоть мы и говорим, маг великий манипулятор, что будет дальше. Мои дорогие, тут у вас какая-то миссия. Но магами не рождаются, магами становятся. И прежде чем человек действительно научится где-то и с эмоциями овладевать и своими, но и где-то в какой-то острый, короткий промежуток времени тоже так вот себя сдерживать, да, не вредить себе эмоционально или, может быть, не вредить быстрым согласием с кем-то. Вот так ведь тоже бывает, да, не успели додумать, нас это вдохновило, допустим, да, вы что-то слышите радостное, или то, что вас, ну, как окрыляет, такое по тройке кубков бывает. И если, может быть, прежде вы так стартанули куда-то резко, ура, вот как бы, да, такое. А тут вы скажете, ну, ура-то это ура, дай-ка я сяду и подумаю. Ну, вот так вот четверка пентаклей. То есть реальность, она нас останавливает. Вот вас как будто праздник праздником, но есть что-то в реальности. Очень важное, что никак нельзя потерять. Или пусть это баланс какой-то, или плату своеобразный, который вы достигли. Для вас это тот базис, как базис мага. И, кстати, карта мага — холодная карта. Это тот человек, которого жизнь научила. Он не просто приходит вот к этой концепции или к этой философии внутренней. Просто он уже научен грустным опытом. Не всегда наши добрые пожелания или наши добрые какие-то даже мысли или идеи, они в конечном итоге именно так и реализуются. И у нас бывает очень сложный период, когда мы
Допустим, взамен того, что мы предполагали, что-то противоположное получаем. Или когда мы получаем и говорим нож в спину, или когда у нас происходит какой-то обман, мы пытаемся анализировать задним умом, а как так произошло, что я этого не увидела или не заметил. Но думать-то поздно, что свершилось, то произошло. Но какая-то, может быть, история вашей жизни не раз повторялась, кстати. И в конечном итоге человек становится магом, или мы говорим великим манипулятором. Видимо, какое-то понимание, что все люди манипулируют, либо я, либо мною. Ну вот как бы выбор невелик. И это напрямую относится к благополучию, может быть, конкретно решение денежных вопросов. Для кого-то из вас решение вопросов по части дома, недвижимости, места вашего пребывания. Поэтому для кого-то из вас будут решены, или, по крайней мере, могут продвинуться вопросы именно финансового обеспечения или каких-то решений, вопросы недвижимости или ваших перемещений, если есть такое в плане. У кого-то может быть как построение карьеры, да? Но тогда это какой-то самостоятельный, скорее всего, путь. И вот этот базис нужен для того, чтобы иметь больше ресурсов в руках, больше возможностей. Но карта мага– это, повторюсь, холодная голова. Маг, он как раз тем и силен, что он может выйти из зоны этого так называемого комфорта, хотя совсем там не комфорта, но это вот эта спираль сознания, которая нас водит по кругу. Что будет дальше? Что будет в ближайшее время? У вас будет какое-то взаимодействие, которое вам будет приятно, мои дорогие. Или пусть дело какое-то, именно которое касается недвижимости, работы, финансов. Ну, значит, будет та персона, с которой вам приятно встречаться, что-то обсуждать, как-то взаимодействовать. В вашей жизни появится тот человек по разного рода вопросам, у кого тут что актуально, который именно каким-то образом либо вам оказывает содействие, либо дает этот самый дельный совет, либо, ну, по крайней мере, может быть и дружба, какая-то взаимоподдержка. Это, кстати, карта дипломатии отчасти. И хоть называется карта любви, по сути дела, двойка кубков, но так, если будем реалистами, ведь тут не про страсть нам говорят, а верность, умение чувствовать человека. Или, если мы о дипломатии, умение чувствовать собеседника. Поэтому такая карта часто позволяет нам договориться. Вот что хочет маг. У вас получится осуществить. Но все решают люди, поэтому приготовьтесь, нужно договариваться. А вы посмотрите на ближайшее время. Да, если вот достаточно такой противоречивый верхний ряд карт, но нам уже говорят, победа будет, и момент перехода между прошлым и будущим, но мы его не можем отменить. Это уже как в небесных скрижалях прописано. И следом у нас взамен вот этой паузы идет уже праздник. И вот это может быть умеренность, терпение. Когда вы долгое время занимались каким-то проектом, тут вы поедете плоды труда своего. И пусть по четверке пентаклей не очень большая карта, да, так в значении, 4 пентакля. Но это, знаете, ваша победа, которая для вас имеет очень важное значение, потому что вы себе говорите «я могу». Девиз мага «я хочу», «я могу», «у меня получится». Получится. Судя по девятке кубков, как раз получается. Тоже есть значение, я часто говорю, карта эгоиста. Пусть это в этой колоде, она вот такое изображение, Чаромаркетти эту колоду прорисовал. Шикарная работа у него. А в классических колодах есть, когда человек один среди этих 9 кубков, какой-то богатого такого убранства, комнаты, ну или помещения, где он находится, а задний фон, он такой темноватый, как будто сам по себе. Может быть, человек-одиночка. Может быть, для кого-то из вас сейчас это очень актуально. Одиночка-маг, мои дорогие. И это мы не про одиночество. Может быть, у кого-то из вас, кто вот сейчас смотрит мой расклад, тут ведь надо сказать, что не совсем о жизни в паре. Может быть, и есть какие-то партнеры. Может быть, и даже вы замужем или женаты. Но все равно вы несколько сами по себе. Вы именно в душе где-то одиночка, как этот маг. Может быть, и есть, мы же все разные, правда? И рядом двойка кубков.
Ну, вы человек ответственный, это точно. Поскольку если есть какие-то домочадцы, дети, близкие, вы понимаете меру своей ответственности. Но принимаете вы с данного периода не случайно четверка мечей или готовы принимать только тех людей в своей жизни, которые вами-то не пытаются манипулировать, и те, которые вам отвечают взаимностью. И если все же мы говорим о девятке кубков, у вас какой-то прогресс в делах, в деньгах, в согласованиях, какой-то поворотный момент в жизни. Но все зависит именно от вашего личного какого-то тезис-плана или от того, как вы поступите, как вы взаимодействуете правильно с людьми. Не совсем нам тут говорят. То есть инициация все равно идет от вас. Это не то, что нам кто-то что-либо принес на блюде и говорит: «На, возьми». Или какое-то предложение, которое мы сидим и ждем. Да, тут будут и информация будет, или какое-то взаимодействие, но это потребует от вас не продолжения какого-то ожидания, а, знаете, такая аналитика по ходу действий. Ну, какие-то действия от вас определенно потребуются, потому что базис как будто вы создали, а следом идет карта мага. Это сама по себе карта практика и действий. Ладно, давайте мы с вами посмотрим, что же у нас будет дальше. Хочется теперь спросить. Вот, кстати, четверка пентаклей. Я говорила, у кого-то вопросы дома, недвижимости. У кого-то, кстати, личный бизнес, хобби, потому что здесь нам, как хозяин таверны, поднимает бокал за здоровье свое и посетителей. То есть это у кого-то продвижение личного дела, рост вашей популярности, рост, может быть, даже, ну, знаете, как вы, даже если первые шаги какие-то делаете, то вот вы теперь это знаете, зачем вам это нужно. И если было 4 пентакли, тут преувеличение дохода именно потому, что вы сами к этому какие-то усилия прилагаете. Ну что же в доме, да? Или кто в доме? Погода в доме, скажем так. Вот интересно. Тут нам не про дом. А ведь и правда у кого-то поездка намечается. Не в дом, а из дома. Ну вот переложите, насколько это к вам относится. Может быть, это недалекое путешествие, может быть, это и отдых. Может быть, это кто-то продумывает, кстати, по этой карте, это карта заслуженного успеха. Я часто говорю, любая шесть– это такая своеобразная победа. Вот у вас шестерка жезлов выпала, это тоже победа. А по шестерке мечей это искусство первого шага, когда потребуется мужество. Вот кому-то нужно мужество собраться и куда-то поехать. Может быть, это связано, но мы все-таки смотрим на дом. Возможно, переезд или вами желаемый переезд. Может быть, это вы на короткое время куда-то собираетесь переехать. Может быть, кто-то, знаете, ну, я могу такое предположить, вот по этим картам ищете место как workspace, да, или место для коворкинга, или офис вы ищете, или, ну, место, где вы можете работать, или работа на дому, работа из любой точки мира. Карта может, конечно, свидетельствовать и о том, что вы кого-то ждете к вам в гости, может быть, или какую-то встречу. Но эта карта все же искусство первых шагов. Здесь подразумевается, что мы начинаем что-то изучать. Изучать языки, может быть, язык программирования. Здесь нам всегда показано пространство. Пространство, эфир, интернет. Может быть, вы осваиваете какие-то компьютерные технологии, новые цифровые технологии. Это называется идти в ногу со временем. Потому что время, что там будет дальше, нам непонятно. И мы не знаем, давайте так будем откровенны. Но самое главное– делать этот первый шаг в меняющемся мире. Мы видим, что, ну да, не будет как вчера. И надо каким-то образом себя перестраивать на день будущий. Карта колесница. Почему-то погас свет, мои дорогие. Ну ладно, мы все равно с вами продолжаем. Электричество пропало. Нам это не помешает, все равно видно. И если мы спросили, так что же в доме? А тут как будто в доме-то вот действительно вас нет, посмотрите. Первая карта нам говорит о том, что вы как уезжаете. Или вы собираетесь, вы к чему-то готовитесь.
Может быть, это действительно работа из любой точки мира. Вот я могу такое предположить. Может быть, и вы ждете какого-то человека. Конечно, мы будем говорить, что аркан колесницы– это перемены. Поэтому в вашем доме-то тоже перемены. Как будто на ваш порог идут перемены. Именно на порог дома. Или будут перемены с вашим жильем. Может быть, кто-то банально получит какое-то письмо, сообщение с тем, что ну, нужно какие-то документы переоформить. Так ведь тоже бывает. И вам для этого нужно будет провести ряд согласований или узнать, как в отношении вас работает закон. Но здесь, в принципе, старший аркан может точно так же говорить еще и о том, что обстановка как будто меняется. И, может быть, вы где-то не планировали этого переезда или перемещения. Все же это карта успеха. Если 6 мечей, я говорю, это карта заслуженного успеха, то для кого-то из вас может быть совершенно и необходимо даже куда-то отправиться на короткий период времени для того, чтобы словно жизнь увидеть с другого ракурса, другими глазами. Или для этого будут какие-то предпосылки или обстоятельства. Но это все равно, что бы там ни складывалось, это для вашего успеха. Поэтому как будто нам говорят, не сиди вот буквально на месте, да, вот не заставляй себя. Вот видите, вам эти путешествия, перемещения, когда больше может быть знакомств, или когда вы расширяете горизонты общения, позволяете людям новым войти в вашу жизнь. Понятно, что вместе с этим нужно быть осторожным и смотрительным, но закрываться от мира внешнего– это не вариант, и это нам никогда не поможет. Но вам вот именно какие-то перемещения, ну надо же, вот так две карты выпали, помогают в прошлое закрыть дверь. Может быть, как укрепить магу свои позиции. Так, хорошо, все же, что в доме? Вот в этой колоде, посмотрите, карта влюбленная, всегда карта выбора, да? Но здесь прекрасная дева нам изображена. Как будто, ну, может быть, и где-то страдает, мучается, разные воспоминания. А вот этот рыцарь такой, да, воин, как Римская империя, ну, где-то все-таки Чиро Маркетти, хоть и американец, но корни итальянские. И вот этот воин, он только в образе, мои дорогие. То есть это мы о ком-то думаем, но человека нет в реальной жизни. И выбор, вот как ни странно, ведь это карта выбора между тем, чего уже нет, и между тем, что было. И это старший аркан. Вот есть какая-то обстановка из прошлого, которая вам о себе напомнит. Или может для вас психологически означать именно ситуацию выбора. А вместе с тем, шестой аркан, именно вот в этой, по крайней мере, колоде он и говорит, что сепарация– это только иллюзия. Сепарация– это как разделение. Если произошло какое-то разделение, ну, или были проблемы, допустим, в отношениях, или случилась какая-то история, да, со знаком минус, и это никак не выстраивается с вашими принципами, представлением, то проблемы эти сами по себе никуда не исчезли. Нам нужно это принять во внимание, и как бы нам не было сложно, вот так мучительно, вроде и приятно есть воспоминания, но есть и какая-то сегодняшняя реальность. Мы все равно должны вот этот выбор сделать осознанно. Проблема никуда не ушла. Но если мы себе позволяем розовые очки какие-то надеть, тогда мы опять будем перед этим выбором. Отчасти иногда это бывает и как ностальгия, что в доме. А вместе с тем, как будто избавиться нужно вот от разного рода ностальгий. Потому что для кого-то из вас, что в доме, благополучие, изобилие, процветание. Может быть, для кого-то из вас, кто сейчас в сольном варианте один или одна, вы встретите своего человека, это точно. Причем это будет тот человек, который, знаете, не просто, ну, может быть, и была какая-то история такая восхитительно восторженная, когда было много чувств, много эмоций, когда строили вместе планы, и эти планы друг друга, они как бы взаимно вдохновляли вас, но потом вот сейчас это только образ. Но рядом у нас карта короля Пентаклей, который тот человек, может быть, для кого-то вот этот опыт очень сложный. Вот я, кстати, сказала, расширить горизонты общения. Я еще не знала, что тут выпадет.
И я так думаю, по части дома тут больше для тех, кто один или одна. Потому что именно общаясь с большим количеством людей, но к этому времени вы маг, вы никому не позволите собой манипулировать. Вы как будто чувствуете, ведь огромная интуиция, да, уже какой-то огромный пережитый опыт позволяет магу чувствовать собеседника, ну вот как будто еще человек рта не открыл, а он уже в принципе знает, что от него ждать. Позволяет магу не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Вот это правда. Я своим детям и внукам такое говорю. Ты не очаровывайся, чтобы потом не разочаровываться. Но сама-то я тоже делаю ошибки. Куда ж без этого? Мы все делаем ошибки. Мы хотим верить людям, правда? И об эти грабли мы бесконечно спотыкаемся в разных сферах жизни. Но вот, видимо, для вас вот тот период, когда все-таки хладнокровие, выдержка, потому что нужно как будто отстроить новые социальные связи. И это вам дает возможность закрыть в прошлое дверь, избавиться от каких-то мучительных мыслеобразов, мыслеформ. И вот реальность, изобилие, процветание, какая-то прагматика. Да, я должна сказать, по королю Пентаклей нет тут, мои дорогие, вдохновения. Тяжеловато с вдохновением у короля Пентаклей, но, в принципе, это надежные люди. Поэтому мы как будто должны выбирать. Тут либо бабочки в животе, вдохновением вы сами полны. Может быть, это и будет какой-то волшебный дуэт, мои дорогие. Может быть, где-то об этом нам говорит карта. Но все больше начинается с какой-то дружбы, я здесь вижу. Вам нужно присмотреться, вам как будто нужно, по крайней мере, вот этот ряд, дом или пусть это будет, назовем, личная жизнь, то вам нужно научиться именно считывать сначала оппонента, собеседника, нового знакомого, научиться разбираться, что человек с собой несет. Или он пытается там как-то себе место поудобнее найти, или этот человек, когда вы друг друга можете взаимно дополнять, когда это сопровождение какое-то, а не пустое такое бесплатное приложение одного к другому. Оно, как правило, ничем не заканчивается. Поэтому вот что-то такое буквально идет в ваш дом. Или, я бы сказала, на порог вашей жизни, в вашу жизнь, в вашу судьбу. Ну вот давайте мы теперь узнаем, а что ж дороги? Вот у нас тут дороги, и дороги прям уже показывают. Что же в дороге? Тут перемещение. Возьмем, да, во внимание путешествия. Что же в этих дорогах вас ожидает? Вот давайте так поделим наш расклад. Что в дороге? А в дороге надо быть реалистом. Вы знаете, с одной стороны, вы будете видеть тех людей, которые, ну, прохожие в нашей жизни. Они приходят на какое-то время. Не всем суждено остаться надолго. Некоторые именно приходят на какой-то короткий период времени. Может быть, и они для нас являются учителями, а возможно и мы для них тоже являемся такими учителями. Но по пятерке кубков я тоже часто говорю, что для кого-то, вот тем более я уже прежде произнесла, дорога помогает выстроить или перемещение какое-то, позволяет не засиживаться на месте, а для себя вот горизонты какие-то расширить. Может быть, и есть в жизни контрасты, но тогда мы учимся от них не уходить. И если уже так случилось, что и произошло, что, ну да, не все люди нам и в будущем встретятся, которым стоит доверять, или те люди, которые, может быть, говорят одно, а вот действуют как-то по-другому, ну тогда мы тоже их как внутренне научимся считывать. Я хочу сказать словами Клаудио Пинейро: над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Поэтому даже если мы таких людей встречаем, то мы теперь уже быстро моем пол и где-то понимаем, ну хорошо, это был человек для опыта, значит, может быть, следующий будет для счастья. В дороге будьте внимательны. Вот я к чему. В дороге не замечтаться, потому что это карта искаженного восприятия. Это вы как раз через дороги, как будто экзамен жизни, мои дорогие, сдаете. Будет у вас контакт с каким-то человеком, который выглядит, может быть, определенным образом, но то, что он, чем он владеет, какой пост он занимает, вы об этом можете даже не догадываться. Здесь может быть некоторое искаженное восприятие или экзамен жизни,
когда в вашей жизни может появиться еще раз, вот кому это актуально, такой человек, который именно потом остается как мыслеобраз, то есть его нет. Мечтается хорошо, может быть, путешествуется хорошо, но не далее. Потому что здесь есть какое-то разочарование, и из-за того, что мы несколько по-другому воспринимали человека, а человек был на своей волне. Может быть, это у кого-то буквально человек, который либо имеет асцендент, либо рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, да, близнецы, весы, водолей. Или вы встречаете какого-то человека, когда вы решаете вопросы по части, тут ведь перемещения мы спросили, но будут какие-то контакты, допустим, это у нас юристы, адвокаты, иногда это врачи, люди, работающие с металлом, люди в погонах или те, которые живут по приказу, вот так вот в целом, да. Они не могут там за какие-то рамки выйти, полномочий рамки, или буквально какие-то рамки по профессии там, или по состоянию. Поэтому возьмите это к сведению. Тут может быть какой-то продуманный обман в ваш адрес, но тогда знайте, что жизнь вам может вот такой экзамен все-таки приготовить. И это что в дороге. То есть это буквально какой-то человек, которого мы можем встретить. Но то, что он позиционирует о себе, тут с учетом этих двух карт не совсем является правдой. Что в дороге? По рыцарю Пентакли мы все равно продолжаем какое-то движение, и если мы говорим сама по себе активность, но вот эта активность, она как будто такая, знаете, неспешная. Все же по рыцарю Пентакли это продуманные действия, детализация, и куда-то вы не торопитесь. Вы сами себя искусственно не подгоняйте, потому что вы как будто стоите на выборе на долгий период жизни. Вам нужно с чем-то будет определяться. Может быть, вы услышите какую-то новость именно в дороге, или познакомитесь все-таки следом с каким-то человеком, с которым у вас будет, скорее всего, какое-то либо общее дело, либо общий вопрос. И вы знаете, там никаких эмоций не будет. Там именно какая-то конкретика, но на этой конкретике могут зародиться дружеские отношения, кстати, мои дорогие. Что же еще в дороге? Вы выстраиваете, наверное, в конечном итоге вот эти правильные социальные связи. И, может быть, для кого-то из вас это будет вот как королева жезлов, где-то архетип карты. Это сильная позиция человека, который где-то сродни, как маг, много раз его жизнь ставила на колени, но он каждый раз научился подниматься. Может быть, в дороге будет и персона, которая разные люди вы будете встречать. Это те люди, может быть, тут нам, с учетом этих карт, нам говорят о том, что вы можете как раз такую персону встретить, которая, как я говорила, ну, себя не за того либо выдает, либо не готов к каким-то действиям, потому что транслировать можно многое, но приступить к чему-то, да, или взять ответственность с учетом этих двух карт точно нет. А следом у нас идет более что-то теплое, конкретное. И другой образ, может быть, это и другой человек. Может быть, даже это, знаете, как человек, имеющий асцендент, или, к примеру, это сам по себе человек, рожден под знаком зодиака стихии огня. Вот в дороге разные люди. А огня это у нас Овен, Лев или Стрелец. Или в целом архетип. Я прошу извинения, если есть посторонние шумы, точнее, видимо, и свет поэтому пропал. У соседа ремонт. Я, мои дорогие, не влияю на это вообще никаким образом. Так вот, по королеве жезлов архетип того человека, который, уже пройдя этот сложный опыт, теперь понимает, что где-то нужно смолчать, где-то нужно правильно оценить обстановку и, самое главное, не рассказывать о своих планах. Счастье и удача любят тишину. Будет важно правильно работать с информацией и правильно распорядиться деньгами. Но в этом вы удачливы. Может быть, и вот так вот. Тоже быть где-то на такой волне. Вот интересные дороги. Посмотрите, вы действительно новые знакомства. Или в дороге самые разные люди. Ну вот, наверное, два типажа, которых я обрисовала. Ну, где-то так. Предвкушайте или будьте к ним готовы. Ну, давайте тогда, что же на пороге? На пороге каких событий вы стоите, мои дорогие? На пороге каких событий вы стоите? В итоге у вас какой-то
лабиринт заканчивается. Это может быть связано с информацией в средствах массовой информации, как новость какая-то, да, такая важная, глобальная. Пусть это не вы ее инициировали, но тем не менее она имеет к вам отношение, вам как-то это нужно увязать с событиями вашей жизни или с теми планами, которые вы имеете. Что еще? Ну, тут и правильно, путаница заканчивается, тупик какой-то заканчивается. У вас как будто вот дороги, наверное, для вас все-таки, кто смотрит видео, вот эти сами по себе перемещения, не сидение на одном месте, имеют какой-то весомый компонент, потому что по аркану императрицы это смена статуса, это символ нового «я». И пусть у кого-то это через работу, через новую сферу деятельности, а у кого-то это и через личную жизнь, а может быть, меняется вообще, вот многое, посмотрите, по тузу мечей это словно, ну, мы отрезаем прошлое где-то. Это, понимаете, вот будет, может быть, следом за какими-то уроками или экзаменами жизни, все равно мало-помалу вырисовывается то центральное, важное, емкое такое, надежное, что вы будете продолжать уже более долгое время и что уже на пороге. Для вас, мои дорогие девочки, для кого-то это может быть, конечно, создание семьи. Но, собственно, для мужчин это тоже, потому что как важная женщина в вашей жизни. Но по этой карте еще точно так же для кого это актуально по возрасту, по поставленным целям, скажем так, рождение ребенка, потому что материнство. Может быть, вы будете продолжать. В принципе, если вы уже мама, будете продолжать помогать своим детям. Может быть, иногда и к мужчинам, кстати, это тоже можно применить, потому что я знаю, есть такие среди моих подписчиков, зрителей, мужчины, которые сами воспитывают детей. И они сами и мама, и папа, и приходится им где-то примерять вот эти женские энергии, когда в своей жизни, может быть, очень давно он даже не планировал это делать. Но это ведь карта дипломатии, душевного тепла. Дети нуждаются в душевном тепле. И неважно, кто их родитель, даже если он в одном как бы номинале только мама или только папа, но заботу они должны в полном объеме получать. Поэтому иногда и для мужчин, может быть, как и в роли матери приходится быть, хоть вы и отцом являетесь. Ну, вот разные житейские ситуации. А может быть, это и одновременно мечта о надежном человеке, который может полюбить не только вас, но и ваших детей. Вот я тоже такое могу, ведь это добрый человек. И добрый не показушно как-то, да, а именно всем сердцем, искренне. Очень емкая карта, можно до бесконечности. Но на этом, наверное, ситуации выбора не заканчиваются. Вот эта смена статуса вас поставит еще раз перед каким-то выбором. Вам некогда будет в ближайшее время скучать. Точно, как будто тут в пространстве что-то меняется. Нулевой аркан. У вас, может быть, пока вы дойдете вот до этого еще какого-то обновления. Если мы говорим о 20-го старшего аркана до нулевого, да, ведь это предпоследний, потом идет 21-й аркан, мир последний, а дальше у нас нулевой. Вот это все, вот как подведение итогов, что мы с вами рассматривали, да. И вот у вас после того, как вы вот, но вы уже как будто, и я тут больше вижу, вы либо не один или одна, или, по крайней мере, я не говорю, что будет семья, хотя этого не отрицаю. Но, знаете, ваша позиция, она значительно сильнее. Но как будто именно после этого будет новый этап вашей жизни, нулевой аркан. И здесь это может быть даже какой-то повторный переезд. Или, да, причем это будет, может быть, зависеть либо от какой-то срочной информации или той новости, которая буквально врывается на ваш порог, или то, что вы слышите от кого-то. Но по этой карте мы набираем темп. Эта карта тоже иногда трактуется как трансформация. Это значит, перемены будут продолжаться в целом. И здесь будет как и информационный поток, вот почему вам нужно правильно, вот смотрите, как интересно у нас расположились карты. С одной стороны, да, если мы говорим процветание, да, вот так. Королева жезлов умеет правильно работать с информацией, и вот она, восьмерка жезлов.
скорости карты, информационного какого-то потока, причем такого стремительного, и правильно распоряжаться деньгами. Вот в этом где-то и есть ваше выздоровление, мои дорогие. 20-й старший аркан и подведение итогов. Давайте мы все же достанем с вами карту совет. Что вам посоветуют карты на ближайшее время? Ты сделал все, что мог. Вот эта пауза у тебя сейчас не случайна. Но близко ты уже где-то стоишь к тому периоду, когда нужно делать первые шаги. Какой еще совет? Не забывай все время как будто что-то изучать или идти вперед. Пажи нам говорят, ты получишь все-таки какую-то важную бумагу, мы об этом с вами говорили, или важное известие. И тебе нужно с этим как-то правильно либо взаимодействовать, либо прилежный ученик иногда называется Паж Пентаклей, и стало быть, вам нужно будет, может быть, найти дополнительные звенья к информации или саму по себе дополнительную информацию, более четкую, или обратиться к какому-то специалисту, или начать что-то изучать. Вам это будет помогать, понимаете, две девятки. Вас время от времени могут накрывать вот эти мысли о прошлом, мы об этом много говорили. И ведь вторая карта, вот есть восьмерка мечей, карта искаженного восприятия, а есть и девятка мечей. Это когда мы не видим того, что в реальной жизни есть. Но зато мы устраиваем себе сеанс самокопания, причем такого махрового, углубленного. Нам это ни разу не помогает. Тут выйти надо, да, вот из зоны мы тоже говорили, как сознание, вот из круга вот этого какого-то привычного. И поэтому изучение, продвижение вам помогает буквально не застрять. И две карты, две девятки говорят, что вы на пороге перемен. Что еще нам дадут совет? Вот посмотрите, карта радости, карта счастья, туз кубков неизбежно присутствует с тем, что что-то и завершается, мои дорогие. Это всегда финал, окончание. Это карта трансформации. Это, знаете, когда мы садим, предположим, я надеюсь, все правильно понимают, это не 13-й аркан, это не про смерть, это именно о трансформации. И чтобы быть правильно понятой, я иногда привожу такой пример. Это когда вы зернышко садите в землю. Согласитесь, вот этот твердый панцирь, который охраняет маленький росточек, который находится внутри зерна, он должен быть разрушен. Иначе не пробьется маленький росток к солнцу. Это и есть разрушение вот этой твердой оболочки, вот этого панциря. Это и есть, по сути, аркан 13-й, смерть. Трансформация происходит. И потом нам предстоит еще по этому аркану проделать вот эту работу, как в одиночку пробиться этому маленькому ростку сквозь темную землю к солнцу. Но первая карта у вас, посмотрите, туз кубков, когда сбываются наши мечты все-таки. Оно того стоит. И здесь у нас рыбы плавают, а рыбы – это, с одной стороны, символ где-то перемещения, путешествий, или когда расширяем горизонты, да, как и наших возможностей, ну, так и в целом чувствуем, что весь мир, если мы захотим, мы можем. Нет ничего невозможного, по сути. Если мы себе поставим в план, поверьте, будут и варианты. И вот эта лучезарная дельта, которая говорит о том, что мы должны предвидеть на пару шагов вперед. Но также рыбы нам свидетельствуют о том, что мы стоим на пороге, или, по крайней мере, есть у нас ресурсы, увеличить значительно свой финансовый доход. Все-таки это улов, да, говорят рыбы. Вот такие перемены. Но прошлое, оно уже завершается. И мы его, да, и как будто и не нужно его удерживать, потому что всему свое время. Но для кого-то эта трансформация может быть не такой простой. Хочется удержать, а тут как будто нам говорят, не удерживай. И у меня есть колода карт, колода ангелов-хранителей. Кто смотрит мои видео давно, явно с ней знакомы. Так вот, там 13-й аркан, он называется не смерть. Там написано «Шарандары» – «Отпускай». И мне очень нравится именно, что это называется «Отпускай». То есть, мои дорогие, тут есть то, что вам нужно отпустить. Оно вам как заноза, оно вам как мешает, оно вас тянет назад. И свято место пусто не бывает. Мы об этом тоже говорили.
Очистите какое-то пространство, может быть, даже ментальное. Позвольте себе быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, теплые и искренние комментарии. Оставайтесь со мной, переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Там есть и статьи по психологии, там есть и гороскопы, а я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.